Настолько подробных расследований на канале еще не выходило. Поэтому прошу поставить этому фильму лайк и написать комментарий. Это очень важно для продвижения канала. Напоминаю, что лайк ставится не преступнику, а автору канала. По традиции, все материалы, использовавшиеся при создании фильма, указаны в титрах. Приятного просмотра. Уичито – это крупнейший город штата Канзас, признанный одним из крупнейших городов страны. Основанный в 1868 году, город увековечил имя индейцев Уичито, которые сделали эту местность своим домом. Жители Уичито очень гордятся своим сообществом, и этот факт приносил городу национальное признание «всеамериканский город» не один, а целых 3 раза. Город, в котором базируется Боинг, Цесна, Лерджет и Ротеон, также получил прозвище «воздушная столица мира». В этом быстро развивающемся городе с одной из лучших экономик в стране родилось нечто ужасное. Трудно сказать, когда именно это произошло и сколько времени это зло вызревало. Несомненно, все это начиналось как фантазия, злобный внутренний котел ненависти и разочарования. Постепенно фантазия превратилась в навязчивую идею, требующую осуществления. Планирование и осуществление этого знаменательного события заняли все мысли этого человека. Всего один раз, пообещал он себе, и тогда он освободится от этой непреодолимой потребности. Только один раз, и все. Но он обманывал себя. Трофеи, фотографии и воспоминания не были полноценной заменой возбуждающему трепету и освобождению от самого действия. Сила, которую он чувствовал, когда держал чью-то жизнь в своих руках, была непревзойденной. Он искал способ продолжить то, что он делал, не будучи пойманным. Прекращать он вовсе не собирался. Конечно, такой способ нашелся. Для человека с таким уровнем интеллекта выход был всегда. Полицейские глупы, и он знал это. Ему нет равных. В полиции Уичито не служат выпускники Гарварда. Если он был достаточно осторожен, причин для волнения не было. По правде говоря, некий элемент опасности добавлял ему волнения и заставлял его быть начеку. 15 января 1974 года, холодным зимним днем, 15-летний Чарли Отера отправился домой из школы. Чарли, его родители и 4 братьев и сестер недавно переехали в тихий и спокойный пригородный район в небольшом каркасном доме по адресу 803 Норт Эджмур-стрит. Чарли, довольный тем, что еще один школьный день подошел к концу, осторожно пошел по тротуару к своему дому. Когда он открыл входную дверь и вошел в гостиную, то не заметил сразу ничего необычного. «Привет, есть кто дома?» – крикнул он в тишину. Ответа не последовало. Не было слышно лая его собаки. Такая тишина была непривычной. С некоторым трепетом Чарли направился к спальне родителей. Чувство страха захлестнуло его изнутри. Отец Чарли, 38-летний Джозеф, лежал лицом вниз на полу у изножья своей кровати. Его запястья и лодыжки были связаны. Его мать, 34-летняя Джули, лежала на кровати, связанная таким же образом, только с кляпом во рту. Несколько секунд Чарли не мог пошевелиться. Он не знал, что делать. Через несколько мгновений к нему вернулось сознание, и он в отчаянии бросился за помощью, не понимая, что испытал лишь часть ужаса, который таил его дом. Сосед, прибежавший, чтобы помочь, понял, что когда он пытался позвонить в полицию, телефонные линии были оборваны. Когда полиция обыскала дом, они были потрясены, обнаружив 9-летнего Джозефа II в своей спальне лицом вниз на полу у изножья своей кровати. Его запястья и лодыжки также были связаны, с той лишь разницей, что на его голове был капюшон. Худшее было еще впереди. Внизу в подвале была обнаружена 11-летняя сестра Чарли, Жозефина. Она была повешена за шею на трубе. Она была частично обнажена, одета только в толстовку и носки. Изо рта торчал кляп. Следователи были ошеломлены множественным убийством в стиле казни в столь спокойном районе. С самого начала расследования полиция очень осторожно относилась к раскрытию подробностей убийств. Они сказали, что все 4 жертвы были задушены кусками веревки, отрезанными от жалюзи. В доме таких шнуров не имелось.
Поэтому полицейские сделали вывод, что шнуры, колпаки, скотч, кусачки и, возможно, пистолет убийца принес с собой. По словам капитана Пола Дотсона из полицейского управления Уичита, сперма была обнаружена практически везде. Оказалось, что убийца мастурбировал на некоторых из жертв, хотя ни одна из них не подвергалась сексуальному насилию. Часы Джозефа Отера пропали с места преступления и так и не были найдены. Помимо брошенной сумочки Джули Отера и пропавших часов, не было никаких улик, подтверждавших взлом, ограбление или борьбу. Коронер определил, что все 4 убийства произошли задолго до полудня и, скорее всего, около 8 или 9 часов утра. Полиция предположила, что пока Джозеф Отера вез 3 старших детей в школу, убийца проник в дом, где Джули и 2 ее младших детей были одни. Как только убийца подчинил и связал 3 из них, он подождал, пока Джозеф вернется домой, чтобы забрать и отвезти в школу 2 младших детей, и напал на главу семейства. Большая и злая собака семьи находилась за домом. Убийца слонялся по округе около 1,5 часов. Затем угнал семейную машину Отера и оставил ее припаркованной недалеко от продуктового магазина Диланс. Соседи Отера заметили мужчину с темным цветом лица, отъезжавшего от дома Отера на их машине. Сначала полиция задавалась вопросом, кем были эти Отера и что они сделали, чем заслужили столь жестокую казнь. У них были кое-какие подозрения, но полноценными версиями их было сложно принять. Джозеф Отера родился в Пуэрто-Рико и, переехав в Штаты, начал военную карьеру. Незадолго до смерти он уволился из ВВС, где работал летным инструктором и механиком. Он был физически в очень хорошей форме и считался отличным боксером. Его коллеги любили его, и никто не мог назвать мотивов его убийства. Точно такой же описывали и Джули. Недавно ее сократили в Coleman Company. Но затем снова приняли на ту же должность, когда дела компании пошли в гору. Она тоже была дружелюбным человеком и очень хорошей матерью. Как и ее муж, она очень хорошо владела приемами самообороны. У нее была обширная подготовка по дзюдо. Дети Отера очень хорошо учились в школе, знакомые отзывались о них только положительно. Они тоже занимались дзюдо и показывали очень неплохие результаты, когда дело доходило до самообороны. Итак, что же было не так с этим делом? Это блестяще спланированное и организованное преступление требовало слежки, идеального выбора времени и способности усмирить группу людей, которые были способны постоять за себя. Налицо были все признаки спланированной военной операции. Но были и подробности, которые полиция не хотела обсуждать. Начальник полиции Флойд Хеннон сообщил в январе 1974 года, что то, как были убиты члены семьи, указывает на фетиш со стороны нападавшего. В октябре 1974 года, всего через 9 месяцев после убийства семьи Отера, Дон Грейнджер из Уичита Игл получил анонимный звонок, предположительно от самого убийцы семейства Отера. Звонивший направил его к учебнику по машиностроению в публичной библиотеке Уичита. Внутри книги Грейнджер нашел письмо, в котором звонивший заявлял о причастности к убийству семьи Джозефа Отера, а также обещал, что скоро будут новые жертвы. Подлинность письма не вызывала сомнений, поскольку в нем содержались подробности, известные только полиции и убийце. Письмо было адресовано в программу тайных свидетелей, в рамках которой люди, обладающие информацией о преступлении, могли передавать эту информацию в полицию через газету и оставаться анонимными. Следователи немедленно потребовали, чтобы письмо было скрыто от общественности, чтобы предотвратить череду ложных признаний. Редакция Уичита Игл выполнила требования полиции. Однако Кэти Хенкель, репортер конкурирующей газеты под названием Уичита Сан, получила копию письма и напечатала его часть в статье, которую она написала 11 декабря 1974 года, примерно через 11 месяцев после того, как было совершено преступление. Убийца писал, что 3 допрашиваемых по делу об убийствах Отера не были причастны. Следующие отрывки с многочисленными орфографическими и грамматическими ошибками были напечатаны в Сан. «Я пишу вам это письмо ради налогоплательщика и вашего времени. Те 3 чуваков, которых вы держите под стражей, просто болтают, чтобы привлечь внимание общественности к убийствам Отера. Они вообще ничего не знают. Я сделал это сам и без чьей-либо помощи. Болтовни тоже не было. Скажем прямо». Далее убийца приводил детали преступления и описание места преступления, которые не были опубликованы в газете.
Мне жаль, что это случилось с обществом. Именно они страдают больше всего. Мне трудно контролировать себя. Вы, наверное, называете меня психопатом с сексуальными извращениями. Я никогда не знаю, когда этот монстр снова окажется в моей голове. Но он здесь, чтобы остаться. Как можно вылечить себя? Если вы попросите о помощи, сказав, что вы убили 4 человек, они будут смеяться или нажимать кнопку паники и вызывать полицию. Я не могу остановить это, поэтому чудовище продолжает причинять вред мне, а также обществу. Общество может быть благодарно за то, что у таких людей, как я, есть способы облегчить себя время от времени мечтами о некоторых жертвах, пытающихся и являющихся моими. Это большая сложная игра, в которую играет мой друг-монстр, записывая количество жертв, следуя за ними, проверяя их, ожидая в темноте, ожидая. Давление велико, и иногда он начинает игру на свой лад. Может, ты сможешь остановить его? Я не могу. Он уже выбрал себе следующих жертв. Я еще не знаю, кто они. На следующий день после прочтения газеты я узнаю это, но будет уже поздно. Удачи на охоте. Ваш истинно виновный. Хотя письмо было без подписи, в нем была такая приписка. Постскриптум. Поскольку сексуальные преступники не меняют своих модус операнди или от природы не могут этого сделать, я также не изменю своему. Кодовым словом для меня будет «Вяжи, пытай, убивай, BTK». Вы видите, он снова этим занимается. Они будут на следующей жертве. BTK, несмотря на несколько неубедительных попыток показаться слабо владеющим английским языком, был довольно хорошо образован и достаточно хорошо писал, когда не пытался обмануть свою аудиторию. У него не было проблем со словами, такими как психотический, сложный и извращение. Он также довольно много читал о криминальной психологии той эпохи. Знаменитые письма калифорнийского убийцы Зодиака и письма Джека Потрошителя были хорошо известны из газет и книг. Интересно, что Зодиак начал свою серию убийств 30 октября 1966 года и написал свое первое письмо в полицию почти через месяц, 29 ноября 1966 года. Еще более интересен тот факт, что Зодиак после 3 лет молчания отправил первое из серии из 4 писем в Сан-Франциско Кроникл от 29 января 1974 года. Скорее всего, BTK прочел об этом в газете и тоже решил наладить связь со СМИ и полицией. Уичита Игл сообщила, что 4 апреля 1974 года, всего через 3 месяца после убийства Атера, 20-летняя Кэтрин Брайт и ее 19-летний брат Кевин пришли к ней домой по адресу 3217, 13-я улица, примерно в час дня. В доме прятался незваный гость, который ждал ее возвращения. Злоумышленник сказал ему, что ему нужны деньги и машина, чтобы сбежать от калифорнийской полиции. Под дулом пистолета он заставил Кевина привязать свою сестру к стулу, а затем отвел его в другую комнату, где связал и заткнул рот. Через несколько минут мужчина попытался задушить Кевина веревкой, но Кевин сопротивлялся и получил 2 выстрела в голову. Выстрелы оказались несмертельными. Он услышал звуки возни сестры в соседней комнате. Кевину удалось освободиться и оказать помощь своей сестре. Однако она скончалась через 5 часов после того, как ее доставили в больницу с 3 ножевыми ранениями в живот. Полиция также отметила, что Кэтрин была частично раздета и что на ее шее явно были видны следы удавки. Кевин помог полиции составить фоторобот преступника, но его личность не была установлена. Тогда полиция решила не связывать с этим преступлением BTK. 3 года спустя, 17 марта 1977 года, полиция Уичита была отправлена по адресу 1311 South Hydraulic Street. По прибытии полиция вошла в дом и обнаружила мертвой 26-летнюю Ширли Виан. Она лежала на кровати, частично раздетая, со связанными руками и ногами. На голову был накинут полиэтиленовый пакет. Сняв пакет, следователи обнаружили фирменный шнур BTK, туго обернутый вокруг ее шеи. Вооруженный преступник запер 3 детей Ширли в туалете. В конце концов, детям удалось освободиться и вызвать полицию. Опять же, следователи полагали, что преступление было преднамеренным. Инцидент произошел днем, следов взлома не было. Убийца остановил одного из сыновей жертвы на улице тем утром и показал ему фотографии женщины и ребенка, якобы он искал их дом. Город Уичита к тому времени находился в слепой панике.
Сотни людей, приходя вечером домой, регулярно проверяли, не перерезаны ли их телефонные линии, что было визитной карточкой BTK. Работающие женщины спешили домой и запирали двери. BTK быстро превратился в ужасающую историю, рассказываемую на вечеринках и в барах. 8 декабря 1977 года BTK позвонил на горячую линию службы экстренной помощи. «Поезжайте по этому адресу», — сказал он диспетчеру экстренной помощи. «Вы обнаружите убийство. Нэнси Фокс». Следователям удалось быстро проследить звонок до телефонной будки в центре города, где свидетели вспоминали, что несколькими минутами ранее в нее заходил блондин ростом около 180 сантиметров. К сожалению, качество записи звонка было слишком низким, чтобы следователи могли провести какой-либо анализ голоса. Следуя инструкциям звонившего, офицеры поспешили по адресу 843 South Pershing-стрит. По прибытии следователи сразу заметили, что окно, через которое можно было попасть в дом, было разбито. Войдя в жилой дом, полицейские обнаружили 25-летнюю Нэнси Джо Фокс мертвой в своей спальне. Вокруг ее шеи был обмотан нейлоновый чулок. В отличие от предыдущих жертв, она была полностью одета. Водительские права Фокс, как и часы Джозефа Аттера, отсутствовали на месте преступления. Опять же, следователи предположили, что убийца взял права на память о преступлении. Убийство произошло ночью, на месте происшествия была обнаружена сперма, но вскрытие позже показало, что Фокс не была изнасилована. Так же внезапно, как и начались, убийства закончились в 1977 году. Казалось, что BTK исчез. Или так действительно и было? Юла Уэст, секретарша в здании суда округа Седжвик, вспоминает: «Я принимала все меры предосторожности, и все, с кем я общалась, говорили об этом же. Многие люди неделями отказывались выходить на улицу ночью. Некоторые люди купили себе огнестрельное оружие». 31 января 1978 года BTK отправил письмо Уичита Игл Бикон. В письме было короткое стихотворение о Ширли Виан, убитой в марте 1977 года. Однако по ошибке оно было отправлено в отдел рекламы, и его несколько дней не замечали. Обезумевший от отсутствия огласки, BTK 10 февраля 1978 года написал еще одно письмо на местное телевидение. «Скольких мне нужно убить», — писал он, «прежде чем мое имя появится в газетах или привлечет всеобщее внимание». В этом последнем письме душитель утверждал, что убил 7 жертв, назвав шестым имя Нэнси Джо Фокс. Номер 7 остался безымянным. Он добавил: «Вы догадываетесь о мотивах и жертвах». По сообщению газеты Wichita Eagle, несмотря на то, что следователи не смогли задокументировать заявление убийцы, они поверили ему на слово, объявили, что согласны с его подсчетом жертв, и предположили, что 7-й неназванной жертвой была Кэтрин Брайт. В дополнение к этим утверждениям убийца обвинил в своих преступлениях демона и загадочный фактор X. Он сравнил свою работу с работой Джека Потрошителя, хиллсайдских душителей и Дэвида Берковица. Все эти расследования уже выпущены на канале. Он утверждал, что сожалеет об убийствах и что монстр проник в его мозг. Он также предупредил, что уже выбрал себе следующую жертву. До марта 2004 года последний зарегистрированный инцидент с BTK произошел 28 апреля 1979 года, когда убийца ждал в доме в 600-м квартале Южного Пайнкреста, пока 63-летняя владелица не вернется домой. Когда она так и не появилась, BTK рассердился и отправил женщине записку вместе с одним из ее шарфов. «Радуйся, что тебя здесь не было, потому что здесь был я». В начале 1980-х годов в расследовании по делу BTK так и не было обнаружено каких-то серьезных зацепок и следов. В 1983 году 2 группам детективов было поручено повторно расследовать убийство. Они отправились в путешествие по стране, собирая образцы слюны и крови более чем 200 человек, которые были отмечены их компьютером как главные подозреваемые по делу. Почти все собранные образцы были сданы добровольно, только 5 мужчин отказались от сдачи. Анализы крови в конечном итоге исключили практически все имена из списка, кроме 12, включая тех 5, которые отказались от анализов. В июле 1984 года следователи создали оперативную группу под названием «Охотники за привидениями» и наняли компьютерного консультанта для работы с ними, чтобы попытаться установить личность BTK. Собрав огромную коллекцию образцов ДНК,
Спустя 7 лет после последнего убийства следователи закончили вводить свои данные в компьютер IBM, и у них начал вырисовываться список подозреваемых. В ходе расследования оперативная группа охотников за привидениями обнаружила некоторые из наиболее многообещающих улик. Одной из самых поразительных улик было выявление сходства. Все убийства произошли в пределах 3,5 миль друг от друга. Это навело следователей на мысль, что душитель BTK чувствовал себя комфортно, убивая только в знакомых ему местах. Осенью 1984 года один из следователей оперативной группы доставил письмо BTK от 10 февраля 1978 года в штаб-квартиру Xerox в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Техник пришел к выводу, что письмо было копией оригинала в 5-м поколении, что делает его практически невозможным для отслеживания. Кроме того, техник заявил, что машина, которая использовалась для создания копии, находилась в библиотеке Государственного университета Уичита. При исследовании писем уликами считалось и содержание стихов. Вскоре выяснилось, что стихотворение об убитой Виан было создано по образцу детской песенки «Кудрявые замки», которая только что появилась в журнале загадок Games. Сделав это поразительное открытие, следователи получили список всех подписчиков рассматриваемого журнала. Стихотворение об убитой Нэнси Фокс под названием «О смерть Нэнси» было создано по образцу стихотворения «О смерть», которое было опубликовано в учебнике Государственного университета Уичита. Данная книга ранее использовалась на занятиях по американскому фольклору, поэтому следователи решили получить копию списка классов по данному направлению. Используя все доступные доказательства, следователи вскоре начали составлять списки всех белых мужчин, которые жили в пределах четверти мили от дома Атера в январе 1974 года. Следователи также составили аналогичные списки для домов Виан, Фокс и Брайт. Кроме того, следователи оперативной группы составили списки мужчин, живущих в пределах четверти мили от каждого дома жертвы. Они также составили списки белых студентов мужского пола, которые посещали Государственный университет Уичито в период с 1974 по 1979 год. Мой маленький список содержал имена 8 человек, которых проверили среди посетителей библиотеки, где было найдено письмо Атера. Детективы решили, что наиболее важными из всех были списки адресов. «Главная проблема наших поисков всегда была географической», сказал лейтенант Кеннет Ландвер из полицейского управления Уичито. По словам ученых-бихевиористов, человек жил недалеко от того места, где он наносил удары. После того, как были составлены все списки, следователи использовали свой компьютер, чтобы попытаться составить еще более точный список подозреваемых. Компьютер дал им 225 возможных подозреваемых, большинство из которых больше не проживали в Уичито. Один за другим детективы приступили к проверке каждого из 225 возможных подозреваемых. Одной из ключевых улик, оставленных убийцей, была его сперма. Лаборанты смогли определить, что этот тип спермы встречается менее чем у 6% всех мужчин. Хотя двухлетнее расследование закончилось без арестов, полученные знания и некоторые собранные улики легли в основу работы оперативной группы. «Мы проверили сотни тысяч теорий», — сказал ныне отставной лейтенант Эл Стюарт. «Мы проверили номера домов, продолжительность проживания жертв, фазы Луны. Мы читали книги в поисках таинственных связей с мифологией, колдовством и демонологией». 31 октября 1987 года тело 15-летней Шеннон Олсен было найдено брошенным в пруд в промышленной зоне. Тело было частично обнажено и с многочисленными ножевыми ранениями. Ее руки и ноги были связаны. Убийство вызвало волну писем в полицию и СМИ, в которых говорилось, что преступление совершил BTK. 31 декабря 1987 года Мэри Фагер, замужняя мать 2 дочерей, вернулась в свой дом в Уичито, проведя 2,5 дня вдали от города. Войдя в свой дом, она обнаружила своего мужа Филиппа Фагера мертвым. Ему дважды выстрелили в спину. 2 ее дочери, 16-летняя Келли и 10-летняя Шерри, были найдены задушенными в джакузи, расположенном в подвале дома. Руки и ноги Шерри были связаны черной изолентой. Келли Фагер была обнажена. Вскоре после убийства Фагеров кто-то написал письмо Мэри Фагер, утверждая, что это совершил BTK. В письме говорилось, что хотя писавший и не совершал убийств, он был поклонником того, кто их совершил. Эксперты ФБР заявили, что не могут с уверенностью сказать, что письмо отправил BTK. Но один источник, участвовавший в расследовании, который сам видел письмо, утверждает, что у него нет никаких сомнений в его подлинности.
Местный подрядчик заявил полиции, что вошел в дом Фагера, где выполнял строительные работы, и обнаружил тело отца. Далее он утверждал, что услышал какой-то шум в доме и скрылся на семейной машине. Подрядчик был арестован во Флориде 4 дня спустя. По словам полиции, мужчина утверждал, что совершенно не знал о произошедших событиях. Подрядчик был арестован, и впоследствии ему предъявили обвинение в убийствах Фагеров. Однако присяжные не признали его виновным. Полицейские сообщили, что закрыли дело Фагеров, поскольку не сомневались, что убийцей был этот подрядчик. В 1991 году полицейское управление Уичито собрало группу по расследованию нераскрытых дел, когда полиция получила новую информацию об убийствах BTK. Хотя эта информация ни к чему не привела, ее суть долгое время не раскрывали. Полицейские были уверены, что убийца по-прежнему находился в этом районе и никуда не переезжал. В 1997 году Роберт Ресслер, бывший агент ФБР, помог составить профиль BTK. Ресслер сказал, что этот человек, вероятно, был аспирантом или профессором в области уголовного правосудия в Государственном университете Уичито в Канзасе. Ему, скорее всего, было около 20 лет на момент убийств, и он был заядлым читателем книг и газетных статей о серийных убийствах. Кроме того, поскольку его схема убийств не была замечена в Уичито с 70-х годов, он покинул этот район, умер или находится в психиатрической больнице или тюрьме. В феврале 1998 года начальник полиции Ричард Ламуньон сказал в интервью, что машинописное бессвязное сообщение, якобы отправленное BTK, полученное полицией примерно через неделю после убийства Фагеров, не имеет никакого отношения к убийствам Филиппа Фагера и его дочерей 30 декабря. А Ламуньон сказал, что продолжающееся расследование еще не подтвердило, отправил ли письмо серийный убийца. Далее Ламуньон сказал, что полицейские время от времени получают поддельные письма от людей, утверждающих, что они BTK. Профайлер ФБР Джон Дуглас в книге «Одержимость» посвятил главу BTK. Это глава под названием «Мотивация X». В книге Дуглас заявляет, что ни у одной из жертв не было обнаружено защитных ран, предположив, что убийца угрожал пистолетом, когда отдавал им приказы. Он также заявил, что в письмах убийцы в полицию было так много подробностей, что он убежден, что преступник сделал свои собственные фотографии места преступления, чтобы иметь возможность вновь и вновь переживать те моменты. Дуглас заявляет, что убийца использовал в своих письмах полицейский жаргон. Дуглас думает, что он на самом деле может быть полицейским или может выдавать себя за полицейского. Он, вероятно, читает детективные журналы и, возможно, даже купил полицейский значок. Он попытается вмешаться в расследование. У него возникнет соблазн похвастаться или намекнуть на то, что он сделал. Дуглас утверждает, что убийца по всей вероятности был одиночкой, неадекватным, в возрасте 20 или 30 лет, возможно, был арестован за взломы или вуайеризм. Дуглас далее заявляет, что преступник мог прекратить убивать, потому что он находится в тюрьме за что-то другое, или в психиатрической больнице, возможно, умер. Или, может быть, почувствовал угрозу быть раскрытым и испугался. Возможно даже, что воспоминаний и фотографий ему достаточно, чтобы сдержать свою одержимость. 4 августа 2000 года Дэвид Лор связался с доктором Деборой Шурман-Кауфлин, президентом Института насильственных преступлений, и попросил ее составить профиль убийцы на основе имеющейся информации. Профиль выглядел следующим образом. Исходя из предоставленной мне информации, которая ограничена, нет фотографий с места преступления, полицейского отчета и тому подобного, я составил наиболее вероятный тип людей, совершивших убийства в 1970-х годах. Я не верю, что убийства 80-х годов были связаны с этим делом. Первое. Белый мужчина 28-30 лет. Холост. Второе. Проживал недалеко от Атероса или проводил время в этом районе, чтобы сформировать фантазию о Жозефине, это была его главная цель. Жил в частном доме, а не в квартире. Третье. Рост около 183 сантиметров. Высокий и худощавый. Внешность опрятная, стрижка короткая. Предпочитает темную одежду. Четвертое. Те, кто знал его, считали его тихим и консервативным. Скромный. Люди могли бы принять его за доброго человека благодаря его спокойному поведению. Но он страдает крайней формой патологии – психопатией. Не следует советам внутренних голосов или демонов. Этот человек точно знал, что делает. Он полностью погружен в себя. Поскольку у меня не было доступа к письмам, его работа вызывает у меня сомнения. Я действительно считаю,
что работа играет для него второстепенную роль. Деньги тоже не имеют значения. Его тяга к убийствам всегда будет под номером 1. Его не удовлетворили бы фантазии. Он будет вынужден действовать. Поэтому мне трудно поверить, что он не убивал между 1974 и 1977 годами. Если в Канзасе в то время не происходило убийств, они совершались где-то еще. Он был очень незрелым. Игры, журналы, выбор ребенка в качестве цели. Тот факт, что он не совершал сексуальных домогательств, подтверждает это. Он мастурбировал на жертв, но не насиловал. В то же время он очень терпелив в своих преступлениях, преследуя и убивая без следов. Это выглядит очень парадоксально, что беспокоит даже его самого. Я чувствую, что он очень хорошо разбирается в книгах и хотел бы, чтобы у него дома было много книг. Не просто несколько, а целая библиотека. Любимый жанр true crime. Они подпитывают его фантазии. Он умен. Очень умен. Нет пристрастия к наркотикам или алкоголю. Они не являются причиной его преступлений. Иногда он может выпивать, но это не становится оправданием для убийств. 5. У него была машина тоже темного цвета. Однако этот человек, который с удовольствием гуляет по окрестностям, разглядывая людей жертв. 6. Из-за своей незрелости ему было бы комфортно с людьми намного моложе его. У него не было много друзей, только знакомые, которые на самом деле его не знают. Все его отношения поверхностные. Он не был бы женат, и любые отношения с женщинами для него недолгие и бессмысленные. Это не тот человек, который перестал бы убивать сам по себе. Есть 3 причины остановить убийство. 1. Смерть. 2. Тюрьма. 3. Болезнь или что-то подобное. Это компульсивный психопат, которому нравится убивать, и он не откажется от этого. Обычно я даю более подробный анализ, но из-за ограниченности информации могу предоставить только это. Хотя полиция Уичита потратила 100 тысяч часов на как минимум полдюжины расследований с 1974 по 1991 год, BTK так и не был пойман. ФБР назвало это дело одной из самых сложных неразгаданных тайн. Следственную группу по делу BTK сократили до 1 детектива. Оставшийся детектив, лейтенант Кеннет Ландвер, заявил, что материалы дела не просто лежат без дела и пылятся. Шеф сказал мне, что это расследование будет оставаться открытым до тех пор, пока у нас не будет больше зацепок, добавив, это может продолжаться бесконечно. В расследовании участвовали 1000 подозреваемых, и оно стоило сотни тысяч долларов в выражении человека-часов, транспортных расходов и телефонных счетов. Более 25 лет спустя дом семьи Атера переходил из рук в руки полдюжины раз. Чарли Атера и 2 братьев и сестер с тех пор переехали в Альбукерке, но о них ничего не было слышно после расследования группы охотников за привидениями. Внезапно, 19 марта 2004 года, после почти 30 лет затишья, расследование дела BTK было возобновлено после того, как убийца отправил письмо в газету Уичита Игл, в котором взял на себя ответственность за убийство Вики Вегерли в 1986 году, которая была задушена в собственном доме. BTK предоставил очень убедительные доказательства подлинности письма, включив фотографии с места преступления и водительские права Вегерли. Она была матерью 2 детей, один из которых в момент убийства женщины находился дома. Следователи решили не разглашать содержание письма, однако в средствах массовой информации сообщалось, что обратный адрес в письме был от Билла Томаса Килмана, сокращенно BTK, 1684, Южный Олдманор. С тех пор следователи установили, что имя было вымышленным, а адрес пустырем. Почему он выбрал их, неизвестно, но многие предполагают, что за этим стоял скрытый смысл. 24 марта 2004 года лейтенант Кен Ландвер, более 20 лет расследующий дело BTK, подтвердил, что письмо действительно было от него. Он заявил, что единственный отпечаток пальца, снятый с письма, принадлежал сотруднику газеты, а не убийце. Ландвер сообщил новостной станции Уичита Кейк-10, следователи искали возможные следы более чем в 290 телефонных звонках и просили, чтобы все, у кого есть информация, звонили на горячую линию BTK. 25 марта 2004 года Грег МакКрари, бывший профилировщик ФБР, сказал Уичита Игл, что, по его мнению, BTK хвастается своими преступлениями и он жаждет внимания средств массовой информации. «Посмотрите, что я сделал. Он не может устоять перед этим», — сказал МакКрари. «Напугать публику — это все равно, что играть в бога.
Это опьяняющий опыт. Поэтому он не боится вступать в контакт с вами, средствами массовой информации или полицией. Это все часть игры для такого парня. Психолог Гарольд Бродский в интервью Cake TV 28 марта 2004 года сказал, что уделять внимание BTK – это хорошо. Неужели мы попадем ему в руки, оказывая ему это внимание? Реальность такова, что если мы не проявим ему это внимание, он сделает что-то дьявольское, сказал Бродский. Независимо от того, где он был и почему вдруг вернулся, одно можно сказать наверняка. Он снова вызвал панику в городе Уичито. Следователи предполагают, что убийца проживает в этом же районе. Никто не чувствует себя в безопасности, и практически все предпринимают шаги, чтобы защитить себя. Продажа систем безопасности, замков, оружия, персональных сигнализаций, перцовых баллончиков и других устройств безопасности взлетели до небес. Дело привлекло внимание национальных новостных компаний. CNN и Good Morning America освещают его со всех сторон. Тем временем у всех были одни и те же вопросы. Выйдет ли убийца снова на контакт? Или, что более важно, убьет ли он снова? 5 мая 2004 года еще одно письмо, предположительно отправленное BTK, было отправлено в канзасскую телекомпанию Cake TV. В письме было 3 страницы. На первой странице было напечатано «История BTK», под которой был список глав, взятых из истории с сайта crimelibrary.com. Любопытно, что названия некоторых глав были изменены по сравнению с теми, которые перечислены в оригинальной истории Crime Library. Например, глава 7, первоначально называвшаяся BTK «Следующий шаг», была изменена на PGS. Глава 4, озаглавленная BTK «Столкновение разных миров», была изменена на «Мир фантазий», а глава, озаглавленная «Отряд по расследованию BTK», была изменена на «Будет ли больше?». Вторая страница письма называлась «Глава 8» и содержала словесные головоломки с буквами в вертикальных рядах. На последней странице были фотокопии удостоверений личности, принадлежащих 2 мужчинам, одному бывшему работнику телефонной компании Southwestern Bell, а также бывшему сотруднику школьного округа Уичито. Позднее с сотрудником телефонной компании связались, но он не мог понять, почему в письме была копия его удостоверения личности. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что указанного работника школьного округа, указанного в письме, не существовало вовсе, а напечатанный на удостоверении логотип уже давно не использовался. Интересно, что 3-страничное письмо отличалось от мартовского письма тем, что на обратном адресе на конверте было указано имя Томаса Б. Кинга, TBK, вместо Билла Томаса Килмана, BTK. ФБР не потребовалось много времени, чтобы установить подлинность письма, которое, как полагают, было уже 3-м за 3-месячный период. Первым известным сообщением в 2004 году было письмо от 19 марта, отправленное в Wichita Eagle. Вторым известным сообщением, предположительно от BTK, было анонимное письмо, отправленное в KSN TV в апреле 2004 года, в котором якобы содержалась фотография неопознанного ребенка. Не было сомнений, что убийца вернулся к своей старой привычке насмехаться над полицией. Однако вполне вероятно, что он также давал им важные ключи к разгадке своей личности и подробности своих прошлых убийств. Было высказано предположение, что убийца мог использовать удостоверения личности, представленные в письме, чтобы получить доступ к домам жертв. Более того, полиция утверждала, что глава под названием PGS может быть уликой, связывающей убийцу с преподавателем Государственного университета Уичито. Многие задавались вопросом, почему убийца выбрал именно этот момент времени, чтобы вновь заявить о себе. Некоторые считали, что убийца появился снова, потому что ему не хватало внимания средств массовой информации, которого он, казалось, жаждал. Также есть вероятность, что его последние сообщения были предупреждением о том, что он может нанести новый удар в ближайшем будущем. Новые письма BTK возродили расследование, а также опасения общества перед более жестокими убийствами. 17 июня 2004 года еще одно письмо было найдено в книге по машиностроению в почтовом ящике публичной библиотеки Уичито. Письмо было немедленно передано в полицию, которая позже показала, что это еще одно подлинное послание BTK. На этот раз в письме, среди прочего, подробно описывались некоторые события, связанные с убийствами семьи Отера в 1974 году. В июле пакет, опущенный в почтовый ящик публичной библиотеки, содержал более странные материалы, в том числе заявление о том, что преступник несет ответственность за смерть 19-летнего Джейка Аллена,
в Аргонии, штат Канзас, убитого в начале того же месяца. Это утверждение было ложным, и смерть парня была признана самоубийством. Полное содержание письма не раскрывалось. Однако считается, что в письме могло быть больше улик, связывающих убийцу с Государственным университетом Уичита. Изначально было непонятно, почему охота за BTK постоянно приводила полицию к университетскому кампусу. Тем не менее, в августе 2004 года следователи наконец раскрыли значение университета в своем расследовании. Профессор Пи-Джей Вятт, которая преподавала в университете курс английской литературы с 1964 по 1986 год, заинтересовала полицию из-за проанализированной ею народной песни под названием «О смерть». Песня имела большое значение для убийцы и вдохновила его на написание стихотворения под названием «О смерть Нэнси», которое было найдено в письме 1978 года. Утверждалось, что в измененном стихотворении упоминается убийство Нэнси Фокс в декабре 1977 года, которое совершил BTK. Следователи искали в стихотворении скрытый смысл, который мог бы помочь им в задержании убийцы, но из этого ничего не вышло. К сожалению, профессор не смогла помочь следователям в этом деле, так как скончалась в 1991 году. Более интересным, чем «О смерть Нэнси», является стихотворение, которое BTK написал Анне, предполагаемой жертве, которая не пришла домой в то время, пока там ее ожидал BTK. Он ждал в ее доме ее возвращения, но потом потерял терпение и ушел. Стихотворение во многих отношениях примечательно из-за уровней значения, которые BTK предлагает в словах, которые он использует. Напоминая эпос Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану», BTK использует слова, которые предполагают несколько значений. Начиная с самой первой строчки стихотворения, буква T с индексом 1 используется в научных исследованиях для обозначения начального этапа расследования. Последующими фазами будут T2, T3 и так далее. На другом, более обычном уровне, надстрочный индекс 1 можно интерпретировать как апостроф для создания конструкции T-was. В первой строке это был совершенный план. Похоже, что то, что BTK приготовил для Анны, было чем-то смелым и новым. Вырубка, например, предполагает целенаправленное убийство живого дерева, а также лишение жизни Анны. Это также описывает его волнение, когда он предвкушает встречу с ней. Как и Джойс, он создает слова, сопоставляя части других слов. Пропенсия – это не какая-то ошибка со стороны BTK. Это создание им нового слова для обозначения предвкушения этой новой встречи. Пропенсия может быть комбинацией других слов, таких как склонность, propensity, собственность, property или имущество, possessions. Какой смысл в этой интеллектуальной гимнастике? Без сомнения, BTK считает себя поэтом и получает удовольствие от создания этих стихов и текстов песен с многоуровневым смыслом. Почти наверняка есть и другая мотивация. BTK любит демонстрировать свой выдающийся интеллект. Он считает, что обладает высшим интеллектом и любит указывать полицейским, что он все еще на свободе. Другими словами, он умнее всех этих местных экспертов, профилировщиков ФБР, сыщиков-любителей, экстрасенсов. Поиски BTK привлекли внимание не только жителей США, но и миллионов людей во всем мире. Дело BTK даже привело к созданию британского документального фильма об убийствах и продолжительном расследовании. Новое понимание пришло в виде британского экстрасенса по имени Деннис Маккензи, который отправился с командой Уичита. Фрид сказал, что Маккензи успешно помогал в нескольких громких расследованиях, включая убийство Сохема. По словам Фрида, он также смог внести свой вклад в расследование BTK, создав образ убийцы с помощью художника-рисовальщика, а также предоставил другую потенциально ценную информацию. Есть надежда, что новые зацепки приведут к задержанию убийцы BTK. До этого времени жители Уичита пребывают в постоянном страхе, задаваясь вопросом, не появится ли в ближайшем будущем новая жертва. 22 октября 2004 года подозрительное письмо было оставлено в почтовом ящике возле здания Омни-центр. Полиция заподозрила, что письмо было написано BTK, и отправила его в ФБР для проверки через 3 дня после его обнаружения. Интересно, что письмо было обнаружено ровно в 30-летие первого общения BTK с властями. Скорее всего, время выбрано не случайно. Детектив уголовного розыска Келли Отис из полиции Уичита, работавшая над делом BTK, допросила людей, которые находились в непосредственной близости от офисного здания и работали там в то время, когда было доставлено письмо.
Была надежда, что кто-то мог заметить человека, оставившего письмо в ящике. Один человек, которого опросила Отис, утверждал, что видел подозрительного человека, опускающего письмо в почтовый ящик в тот день. Этому человеку было около 50-60 лет. Его волосы были седыми, рост средний. Тем временем, власти продолжали собирать улики, оставленные BTK. Ясно, что убийца приложил огромные усилия, чтобы ввести в заблуждение и запутать власти, предоставляя им ложную информацию, вероятно смешанную с тонкой правдой. Почти наверняка он высокообразован или по крайней мере начитан, судя по использованию им статистического жаргона и стилю письма, подобному Джеймсу Джойсу. Более того, использование им имени Томас Кинг в одном из писем, возможно, являлось еще одним ключом к его выбору литературы. Есть канадский автор статей, рассказов и стихов в основном о жизни коренных американцев, которые носят такое же имя. И Томас Кинг, и Джеймс Джойс – двое из многих известных авторов, произведения которых изучали студенты-литературоведы Канзасского государственного университета. Мог ли BTK изучать этих авторов в университете? Похоже, что между BTK и университетом существовало много связей, особенно с ныне покойным лектором-профессором P.J. Вятт. С ростом количества свидетельств есть большая вероятность, что BTK когда-то был студентом университета или, возможно, даже работал там. Однако это также может быть еще одной уловкой, используемой убийцей, чтобы ввести следователей в заблуждение. Кеннет Томас и Ральф Килман разработали инструмент, известный как инструмент режима конфликта Томаса Килмана, который используется, чтобы помочь людям справиться с конфликтом. Инструмент иногда используется полицейскими управлениями, чтобы помочь офицерам справиться с агрессивными или напуганными людьми, с которыми они часто сталкиваются в своей работе. Когда убийца использовал имя Билла Томаса Килмана в своих предыдущих письмах, мог ли он косвенно ссылаться на этот инструмент конфликта и использовать его как способ поиздеваться над полицией? 30 ноября 2004 года полиция Уичито выпустила пресс-релиз, в котором содержалась большая часть исходной информации, предоставленной BTK о его жизни. Это был действительно уникальный случай в истории серийных убийц. Время от времени в новостях озвучивается идея, что серийные убийцы хотят, чтобы их поймали. Это чистая фантастика. Серийные убийцы – психопаты. Они полностью сосредоточены на себе. Они не будут намеренно подвергать себя опасности. Психопаты – это отъявленные лжецы, и BTK не исключение. Итак, теперь, когда BTK предоставил ряд якобы правдивых фактов о себе, что следовало бы с этим делать? Нужно ли было верить этому серийному убийце? Мы бы сглупили, если бы так поступили. Если BTK так хотел раскрыть свою личность, он пошел бы в любой полицейский участок и сделал бы это сам. Но он этого не делал, потому что он психопат, которому нравится насмехаться и играть с полицией, и привлекать огромную публику, которую он накопил. Теперь, когда он раскрыл этот биографический очерк, он мог быть уверен, что бесчисленные сыщики-любители, а также ФБР и полиция Уичито будут полностью поглощены им. Что может быть более приятным для такого нарцисса? Вполне возможно, что некоторая информация, которую BTK добровольно сообщил о себе, была правдой. Тот факт, что BTK привлекал к себе внимание, основываясь на подробностях своей жизни, а не на недавних убийствах, предполагал, что он не в состоянии действовать свободно без угрозы разоблачения. Осенью 2004 года полиция продолжала интенсивные поиски BTK, на этот раз подозревая своих собственных сотрудников. Считалось, что BTK обладал некой инсайдерской информацией о деятельности полиции или имел отношение к обучению сотрудников правоохранительных органов. По практическим причинам, многие серийные убийцы сосредоточены на анализе своих преступлений. Некоторые из них, например, Пиви Гаскинс и доктор Фрэнк Суини, а также кливлендский мясник, постоянно пытались ошиваться в барах и общаться с полицейскими, чтобы выпытать у них побольше информации о собственных преступлениях. Некоторые получали удовольствие от того, что им удалось перехитрить полицию. Вместо того, чтобы вспоминать своих жертв, BTK начал оказывать влияние на полицию. Его игры, его письма, его посылки оказывали на них огромное давление. Мало того, BTK нашел способ удержать власть над тысячами увлеченных сыщиков-любителей, которые создавали специальные чаты, где анализировали каждое слово убийцы. В конце концов, BTK захотел, чтобы о нем говорили по телевизору. Был ли BTK полицейским из Уичито?
Маловероятно, хотя у него мог иметься опыт работы в военной полиции. На всякий случай, полиция Уичито в середине ноября 2004 года обратилась к отставным полицейским с призывом добровольно сдать образцы ДНК, чтобы их можно было устранить как потенциальных подозреваемых. Однако следователи столкнулись с неожиданными трудностями, когда один сотрудник полиции отказался участвовать в этом. Отставной детектив Фрэнк Каменс скептически отнесся к тестам ДНК из-за долгосрочных опасений по поводу конфиденциальности. Якобы из-за природы ДНК, поскольку она может показать генетические и семейные отношения, это было бы похоже на передачу полицейскому управлению постоянного набора отпечатков пальцев без разрешения каждого человека, генетически связанного с ним. Более того, Каменс считал, что тесты были пустой тратой денег и не доверял тому, как полиция будет использовать образцы. Следовательно, он решил добровольно не предоставлять образцы ДНК. Он будет далеко не единственным, кто откажется от данной процедуры. В ноябре 2004 года полиция впервые обнародовала информацию, которую BTK раскрыл о себе в письме. Личная информация была обнародована в надежде, что кто-то узнает описание убийцы и предоставит еще больше информации о его личности или местонахождении. Вполне вероятно, что эти откровения просто дезинформация, чтобы сбить полицию со следа. Жаннен Кислинг из Cake TV сообщила новые подробности 30 ноября 2004 года. BTK утверждал, что он родился в 1939 году, то есть ему было 64 или 65 лет. Его отец погиб во время Второй мировой войны. Его воспитывали мать, бабушка и дедушка. Он увлекался железными дорогами, и с 1950 по 1955 год его мать встречалась с железнодорожным детективом. В начале 1950-х он увлекался радиолюбительством. Он также обладал знаниями в области фотографии и мог проявлять и печатать фотографии. Он любил охотиться, ловить рыбу и разбивать лагерь. В 1960 году он поступил в техникум, а затем отправился в армию на действительную военную службу и был демобилизован в 1966 году, когда, по его словам, он вернулся к своей матери. Он занимался ремонтом копировальной техники и торгового оборудования. Он признался, что домогался проституток. В то же время начали всплывать старые теории о том, что BTK мог служить в ВВС США. Известно, что первая жертва BTK, Джозеф Отера, служил в ВВС и на момент своей смерти работал в аэропорту Роуз-Хилл. Некоторые считали, что прозвище BTK также могло означать «рожденный убивать» – Born to Kill, что является названием и инициалами нескольких эскадрилей ВВС. В середине декабря 2004 года в Мердок-парке неизвестный мужчина нашел подозрительный белый полиэтиленовый пакет, обмотанный резинками. Мужчина забрал его домой и заглянул внутрь, когда, к своему удивлению, обнаружил предметы, которые могли принадлежать кому-то из жертв BTK. Следователи осмотрели содержимое пакета и обнаружили водительские права, принадлежащие Нэнси Фокс, и письмо, а также другие предметы. Письмо было похоже на то, что было найдено ранее, в мае 2004 года, в котором был показан список глав, взятых из историй об убийстве с сайта Crime Library. Однако названия некоторых глав были изменены. Кроме того, в письме, найденном в пакете, 1, 2 и 8 главы были оставлены пустыми, в отличие от майского письма. Было предположение, что пустые главы могли быть напрямую связаны с датой убийства Нэнси Фокс в 1977 году. Дата убийства Нэнси Фокс – 8-12, 8 декабря. Если бы это было так, то это была бы важная улика, которая могла бы дать представление о BTK и о том, как он общается. В конце концов, пластиковый пакет был передан ФБР. Информация об остальном содержимом сумки с тех пор скрывалась от общественности, чтобы обеспечить непрерывность продолжающегося расследования. Однако позднее правоохранительные органы сообщили, что в пакете также лежала кукла, символически связанная по рукам и ногам, а на голове у нее был повязан полиэтиленовый пакет. Около 19:30 1 декабря 2004 года, после дня интенсивного наблюдения, полиция арестовала 64-летнего мужчину в его доме на юге Уичито. Первоначально сообщалось, что арест был произведен в связи с делом BTK и был следствием сообщения от неизвестного, звонившего на информационную горячую линию по делу. Однако позже следователи опровергли причастность задержанного к расследованию BTK. В январе 2005 года убийца попытался оставить коробку из-под хлопьев в кузове пикапа у магазина Home Depot в Уичито, но владелец машины просто выбросил коробку.
Коробку нашли в мусоре после того, как убийца спросил об этой коробке в своем сообщении. На пленке с камеры видеонаблюдения на парковке была обнаружена фигура вдалеке за рулем черного джипа Чероки. Именно этот человек бросил коробку в пикап. В феврале 2005 года на телестанцию Cake TV было отправлено еще больше открыток, а в другой коробке с хлопьями, оставленной в сельской местности, была обнаружена еще одна связанная кукла. В своих письмах в полицию BTK спрашивал, можно ли отследить его записи на дискетах или нет. Через газету полиция ответила ему, что не сможет. 16 февраля 2005 года BTK отправил пурпурную дискетку Memorex емкостью 1,44 мегабайта филиалу Fox под названием KCAS-TV в Уичито. К дискете были приложены письмо, золотое ожерелье с большим медальоном и фотокопия обложки «Правила убийцы» романа Джона Сэндфорда 1989 года, повествующего о серийном убийце. Полиция обнаружила метаданные, встроенные в удаленный документ Microsoft Word, который без ведома убийцы все еще хранился на дискете. Метаданные содержали слова «Лютеранская церковь Христа», а последние изменения документа принадлежали некоему Деннису. Поиск в интернете определил, что президентом церковного совета был Деннис Рейдер. Когда следователи проезжали мимо дома Рейдера, снаружи они заметили припаркованный черный джип Чероки, тот самый, который попал на кадры видеонаблюдения Home Depot. Это были веские косвенные улики против Рейдера, но полицейским нужны были более прямые улики, чтобы задержать его. После этого полиция получила ордер на анализ мозга Папа Николау, который был взят у дочери Рейдера в медицинской клинике Канзасского государственного университета. Тест ДНК показал сходство ДНК дочери Рейдера и ДНК BTK, который он оставил на ногтях Вики Вегерли. После этого был выдан ордер на арест Рейдера. К полудню понедельника, 28 февраля 2005 года, правоохранительные органы Уичито на 99,9% были уверены, что подозреваемый, которого они держали под стражей, 59-летний Деннис Рейдер, являлся убийцей BTK. Но хотя тон утренней пресс-конференции 26 февраля был уверенным, было обнародовано очень мало подробностей расследования. Если бы не его дочь, 26-летняя Керри Рейдер, сотрудничавшая с полицией до ареста, возможно, этого ареста так бы и не случилось. Трудно понять, как столько следственных усилий со стороны полиции Уичито и ФБР не смогли отреагировать на очевидные подсказки в прошлом Рейдера, которые были связаны с профилем, разработанным для BTK. Он поступил в Государственный университет Уичито, где было фотокопировано одно письмо BTK, а профессор Пи-Джей Вят разбирал на своих занятиях стихотворение «О смерть», на основе которого BTK написал одно из своих стихотворений. Он служил в ВВС. Долгое время предполагалось, что BTK взял свое прозвище из первых букв девиза «Рожденные убивать» (Born to Kill) эскадрильи ВВС США. Возможно, он встречался с жертвой BTK Джозефом Атера, который в то время также служил в ВВС. Он работал в Coleman's Company, где работали еще две жертвы. Он проживал рядом с некоторыми жертвами, даже на той же улице, что и одна из них. Уже тогда возникли подозрения, что BTK может быть связан с другими нераскрытыми убийствами в Уичито. 12 ноября 1974 года была зарезана Шерри Бейкер, студентка Государственного университета Уичито. В ее квартире не было следов взлома. Руки девушки были связаны за спиной телефонным проводом. 29 июня 1985 года Линда Шон Кейси, студентка Уичитского государственного университета, была найдена мертвой на полу в спальне ее дома. Она была связана, избита и неоднократно изнасилована. В доме не было следов взлома. В то время BTK упоминался как возможный убийца, но с него быстро сняли подозрения, поскольку он уже давно не совершал преступлений. 12 ноября 1999 года Тина Фредерик была найдена застреленной в своей квартире. Она жила в нескольких кварталах от другой жертвы BTK, Ширли Виан. Окружной прокурор Нола Фулстон заявила, что у убийств нет срока давности. Однако смертная казнь не применялась в Канзасе до 1994 года. Смертная казнь не применяется к делам об убийствах, совершенных до 1994 года. Иными словами, по делу BTK не смогли бы вынести смертный приговор, только если бы не выяснилось, что он совершал убийство после 1994 года. В ходе расследования были обнаружены две новые жертвы, в результате чего число жертв BTK увеличилось с 8 до 10. Ими оказались 53-летняя Марин Хедж и 62-летняя Долорес Ди Дэвис.
Уичита Игл сообщила, что Хедж была похищена из своего дома на улице Независимости в Парк-Сити 27 апреля 1985 года. Она была задушена парой колготок и найдена 8 дней спустя на сельской грунтовой дороге возле 143-й Восточной и 37-й Северной улицы. В статье говорилось, что это дело имело заметное сходство с несколькими другими убийствами BTK, в том, что телефонная линия в доме Хедж была перерезана, а ее машину отогнали с места преступления в другое место. Оказалось, что Рейдер жил на той же улице, что и Хедж. Долорес Дэвис была похищена из своего дома 19 января 1991 года и найдена 13 дней спустя под мостом на 117-й Норд-стрит. Ее руки и ноги были связаны колготками, которыми ее душили. Согласно Уичита Игл, ее убийца перерезал телефонную линию в доме, а затем кирпичом разбил стеклянную дверь в задней части дома, чтобы попасть внутрь. Избавившись от тела Дэвис, убийца отогнал ее машину в другое место. Убийство Дэвис оставалось нераскрытым более 10 лет. Рейдер родился 9 марта 1945 года и вырос в Уичито вместе с 3 братьями, все из которых окончили среднюю школу Хайтс в Уичито. Рейдер служил в ВВС во Вьетнаме с 1965 по 1969 год. В это же время там же служил и Джозеф Атера, его первая жертва. Рейдер работал в мясном отделе продуктового магазина в Парк-Сити, а затем сборщиком в фирме туристического снаряжения Coleman Company в период с 1971 по 1973 год, где он встретил 2 своих жертв. Он работал в службе безопасности ADT с 1974 по 1989 год. В 1989 году он также работал в Бюро переписи населения США, где ходил по домам и собирал информацию. Работая на обеих должностях, Рейдер имел доступ к домам многих местных жителей. Считается, что он, возможно, впервые столкнулся с некоторыми из своих жертв во время работы. Рейдер женился на Полли Дитц 22 мая 1971 года. У них было 2 детей – Кэрри и Брайан. Он учился в муниципальном колледже округа Батлер в Эльдорадо, где в 1973 году получил степень младшего специалиста по электронике. Затем он поступил в Государственный университет Уичито и окончил его в 1979 году со степенью бакалавра наук по специальности управления юстицией. В свободное время Рейдер руководил группой детей-скаутов и активно работал в своей церкви. Никто не предполагал, что он способен причинить кому-либо вред. Многие называли его неприметным парнем, который никогда особо не выделялся среди других. На самом деле, именно его способность сливаться с толпой позволила ему оставаться незамеченным в течение стольких лет. Денниса Рейдера описывали как очень неоднозначную личность. Его либо ненавидели, либо любили. Как сообщила Уичита Игл, некоторые люди считали его высокомерным, чрезмерно грубым и агрессивным. Другие говорили, что он эффектный, приятный, дружелюбный парень. Сумма залога Рейдера составила небывалую по тем временам цифру – $10 миллионов. В большинстве случаев серийные убийцы в первую очередь мотивированы потребностью во власти и контроле. Рейдер не был исключением и часто выставлял на показ свое превосходство в работе и в повседневной деятельности. На момент ареста Рейдера он работал в Парк-Сити в качестве контролера за соблюдением требований, что включало отлов животных, отслеживание неисправных транспортных средств, соблюдение общих правил. Однако, если кто-то и нарушал какие-то правила, как утверждали соседи Рейдера, то это был он сам. Рейдера часто называли бюрократическим хулиганом, который старался изо всех сил отыскать пороки людей. Он снимал своих соседей в надежде поймать их на совершении какого-нибудь мелкого правонарушения. Он даже измерял высоту роста травы на территории дома одной нелюбимой им женщины, чтобы уличить ее в нарушении городского постановления. 1 марта 2005 года подозреваемый Деннис Рейдер появился на экранах в окружном суде округа Седжвик, чтобы заслушать обвинение в 10 убийствах первой степени. Общественные защитники Стив Осберн, Джама Митчелл и помощница Сара МакКина были назначены адвокатами, которым судья Грег Уоллер поручил представлять Денниса Рейдера во время слушания. В доме Денниса Рейдера был проведен обыск и было конфисковано несколько предметов, в том числе его компьютер. Была опубликована головоломка, отправленная BTK в мае 2004 года. Она содержала около 40 слов и последовательностей чисел. Некоторые из слов, спрятанных в головоломке, включали «рыскать», «фантазии», «обнаружение жертв», «паровые сборки», «дерзайте», «уичито», написано наоборот, «помощь», «мастер на все руки»,
и потерянное домашнее животное. Самое интересное, что в головоломке фигурировали номер дома Рейдера 6220 и его имя Д. Рейдер. Несомненно, BTK не хотел, чтобы кто-либо присвоил себе заслуги в совершенных им убийствах. Он высокомерно подписывал свои инициалы во многих сообщениях, которые были отправлены в средства массовой информации Уичито. Лишь немногие, участвовавшие в расследовании, знали, что BTK писал свое имя с сексуальным подтекстом. Он писал прозвище сверху вниз, где буква B напоминала женскую грудь. Подпись была намеренно скрыта от общественности, чтобы следователи могли отсеять возможные подражательные письма от подлинных сообщений BTK. Несмотря на то, что на подавляющем большинстве писем была эта подпись, все же попадались письма и без нее. Сообщения оценивались путем задания 3 конкретных вопросов, и если большинство критериев были соблюдены, то были высоки шансы, что письмо было отправлено убийцей. Первое. Содержимое раскрывало информацию, которой мог обладать только убийца. Второе. Сообщения сохраняли преемственность, то есть каждое последующее было написано на основе предыдущего. Третье. Наличие однотипных символов и подписей. Следователи поняли, что чем больше контактов они смогут установить с BTK, тем больше вероятность того, что он оступится и предоставит им ценную информацию о своей личности. Иногда следователи инициировали контакт, размещая объявление в газете. В 1974 году полиция поместила объявление в Wichita Eagle, которое гласило: «Помощь BTK доступна». Не было никакой реакции на заявление полиции, но в 1986 году, спустя 12 лет, появилась подозрительная реклама, которая гласила: «Помощь от Фактор X доступна по адресу. Почтовый ящик 48265». Интересно, что в сообщении 1978 года, отправленном BTK в Cake News, он писал, что к совершению убийств его подталкивал Фактор X. Таким образом, весьма вероятно, что BTK использовал рекламу как еще одно средство коммуникации с общественностью. Когда подозреваемый Деннис Рейдер отказался от предварительного слушания 19 апреля 2005 года, он по сути признал, что у прокуратуры достаточно доказательств для проведения полного судебного разбирательства. 3 мая Деннис Рейдер, одетый в темный костюм, не признал себя виновным по обвинению в убийстве 10 человек в ходе серийных убийств BTK. Во время предъявления обвинения Деннису Рейдеру были приняты усиленные меры безопасности, и обвиняемому был предложен бронежилет. В очередной раз представители СМИ со всей страны собрались в Уичито для участия в этом мероприятии. Многие члены семей жертв также приехали на суд. В течение первой недели мая 2005 года Cake TV обнародовала письмо, содержащее 2 стихотворения, которые якобы были написаны Деннисом Рейдером в тюрьме. Документы передал сокамерник, который утверждал, что попросил Рейдера написать их для него, чтобы он мог передать их своей девушке. Одно из стихотворений под названием «Весна Тис» было подписано Рейдер, а второе стихотворение, озаглавленное «Черная пятница», было подписано подозреваемый. Стихотворения имели заметное сходство с предыдущими сообщениями BTK, поскольку они были написаны в том же стиле и содержали многие странности его почерка, сообщает Cake TV. Адвокат Рейдера сказал, что если стихи написаны Рейдером, это может быть продуманным шагом для признания его невменяемым, потому что он попытался изобразить 2 разные личности, по-разному подписывая документы. В понедельник, 27 июня 2005 года, ко всеобщему удивлению, Деннис Рейдер признался в суде в убийстве 10 человек. Устрашающие показания Рейдера были вызваны особенно острыми вопросами судьи Оллера, которые начинались с описания убийства 4 членов семьи Атера. Рейдер, которому на момент совершения этих убийств было 29 лет, рассказал, что пришел к ним домой рано утром, между 7 и 7:30. Он утверждал, что не знал их, но выбрал Джули Атера и ее дочь Джозефину участницами своей сексуальной фантазии. Он распланировал время, рассчитывая, что в доме будут только Джули и 2 младших детей. Он не ожидал, что в доме будет Джозеф Атера. Это заставило его запаниковать и потерять контроль. В то утро он отключил телефонную линию и стал ждать у задней двери. Он утверждал, что у него были сомнения по поводу отмены всего плана, когда Джозеф Атера-младший открыл заднюю дверь, чтобы выпустить собаку. Но затем он все же вошел через черный ход и наставил пистолет на семью. Собака начала громко лаять, и Рейдер настоял, чтобы собаку выгнали из дома. Рейдер сказал членам семьи, что его разыскивает полиция. Ему нужна еда и машина. Атера предложил ему свою машину.
В этот момент в своем признании Деннис Рейдер сделал очень необычное заявление. Вдруг я осознал, что на мне не было маски и что они могли меня опознать. Поэтому я принял решение идти до конца и может задушить их. Не верилось, что такой умный преступник, который заранее готовился к нападению, не мог предусмотреть свою маскировку, из-за чего ему пришлось бы убить всех свидетелей. Сначала он надел на голову Джозефа Атера полиэтиленовый пакет и затянул его шнурами, которые для этой цели принес с собой. Но Джозеф умер не сразу. К тому времени вся семья запаниковала. Джозеф Атера начал сопротивляться и прорвал дырку в полиэтиленовом пакете. Поэтому Рейдер надел ему на голову еще пару пакетов и какую-то одежду и затянул веревки. После этого Рейдер сказал, что работал довольно быстро. Но я имею в виду, что задушил миссис Атера. Она упала, потеряла сознание, и я подумал, что она мертва. Я задушил Жозефину, и она потеряла сознание. Я подумал, что она умерла, а потом подошел и надел пакет младшему на голову. А затем, если я правильно помню, миссис Атера встала. Я вернулся и задушил ее еще раз. Но прежде чем Рейдер снова начал душить Джули Атера, она умоляла не убивать ее сына. Рейдер продолжал рассказ. Затем подошел к Джозефу-младшему и надел ему на голову еще один пакет и отвел в другую спальню. Я надел ему на голову мешок, покрыл голову тканью, майкой и еще одним пакетом, чтобы он не смог продырявить его. Мальчик задохнулся, я снова поднялся, Жозефина очнулась. Затем я отвел Жозефину в подвал и повесил ее. Он сказал судье, что после того, как повесил девушку, он начал мастурбировать на ее тело. Судья спросил Рейдера, что он сделал дальше. И Рейдер сделал еще одно красноречивое заявление. Я обошел дом, вроде как прибрал его. И я ходил из комнаты в комнату, собирая вещи. Часы Атера. Кажется, я взял радио. Я забыл об этом, но, видимо, взял радио. Наконец, прибравшись, Рейдер взял машину Атера, отогнал ее в Дилан и вернулся к своей машине. После убийства Атера 4 апреля 1974 года произошло убийство Кэтрин Брайт. Когда судья спросил, как Рейдер выбрал ее, он объяснил суду, что у него было несколько проектов, в которых я следил за разными людьми. Кэтрин Брайт была одной из следующих целей. Однажды я проезжал мимо и увидел, как она зашла в дом с кем-то еще. И я увидел в этом возможность. В этом районе было много мест. Колледж-Хилл. Да они вообще повсюду в Уичито. В любом случае, это был просто процесс отбора. Если что-то срывалось, я просто переходил к следующей цели. Мой процесс разделялся на стадии наблюдения и охоты. К тому моменту она перешла в стадию охоты. Он ворвался в дом и ждал, пока она вернется домой, не ожидая, что с ней будет мужчина. Он наставил на них пистолет и использовал то же оправдание, что и для Атера. Он был в розыске, ему нужна была машина. Он вспомнил, что приказал Кевину Брайту, брату Кэтрин, связать ее, а затем Рейдер привязал ноги Кевина к стойке кровати. Рейдер отвел Кэтрин в другую спальню, а затем вернулся, чтобы задушить Кевина. Но Кевин ослабил некоторые из своих оков и начал бороться с Рейдером. Рейдер выстрелил в него и решил, что тот мертв. Затем он вернулся, чтобы задушить Кэтрин, но она была плохо связана и тоже начала борьбу с Рейдером. Как только он подумал, что справился с Кэтрин, то услышал шум в другой спальне. Когда Рейдер попытался снова задушить Кевина, борьба возобновилась. Кевин попытался достать один из двух пистолетов, которые были у Рейдера с собой, и почти преуспел, но Рейдер выхватил второй пистолет и снова выстрелил в Кевина. Полагая, что теперь-то Кевин точно убит, он вернулся к Кэтрин. Она продолжала бороться, поэтому Рейдер несколько раз ударил ее ножом под ребра. В то же время он услышал, как входная дверь открылась. Он увидел убегающего Кевина, поэтому собрал свои вещи и поспешил покинуть место преступления. В этот раз Рейдер снова был без маски, из чего судья сделал вывод, что у Рейдера было стойкое намерение убить жертву. Деннис Рейдер утверждал, что выбор Ширли Виан 17 марта 1977 года был случайным. Он был взволнован и ходил по окрестностям, пока не встретил мальчика, сына Ширли, и попросил его посмотреть несколько фотографий. Потом Рейдер пошел по другому адресу. Постучал в дверь, но никто не открыл. Поэтому он пошел к дому, куда зашел мальчик и постучал в дверь. Когда сын открыл дверь, Рейдер сказал, что он частный детектив. Он еще раз показал фотографию, а затем ворвался в дом. Он сказал Ширли, что у него проблемы с сексуальными фантазиями и что он собирается связать ее и, возможно, ее детей. Она очень нервничала. Затем Рейдер описал, что он сделает с ней и детьми. На ней была ночная рубашка. Если я правильно помню, она была больна.
И думаю, что она вышла из спальни, когда я вошел в дом. Мы пошли обратно в ее спальню, и я начал связывать детей. Они начали плакать. Мы перенесли их в ванную, она мне помогла, и я запер двери. Мы положили туда игрушки и одеяло, всякую всячину для детей. Сделали им как можно удобнее. Мы закрыли одну дверь в ванную так, чтобы дети не могли открыть ее, и она помогла мне придвинуть кровать к другой двери. Затем я начал ее связывать. Ей стало плохо, ее вырвало. Я принес ей стакан воды, немного успокоил, а затем подошел, надел ей пакет на голову и задушил. Я привязал ее ноги к стойке кровати и пошел по своим делам. Рейдер сказал, что дети сильно шумели, а потом зазвонил телефон. Дети упомянули, что к ним планировал зайти сосед. Поэтому Рейдер положил пакеты, шнуры и другие предметы обратно в свой портфель, который он называл ударным набором, и вернулся к своей машине. Когда Рейдер добрался до рассказа про убийство Нэнси Фокс 8 декабря 1977 года, он признал, что она была одним из его проектов. Я сделал небольшую домашнюю работу. Однажды я зашел к ней, чтобы проверить ее почтовый ящик, узнать, как ее зовут. Узнал, где она работала. Однажды зашел туда, в Hellsberg Diamonds. Оценил ее. Чем больше я знал о человеке, тем более комфортно себя чувствовал. Я повторил это пару раз. Затем я просто выбрал ночь, когда необходимо было совершить задуманное. Рейдер знал, во сколько она обычно приходит домой с работы. Поэтому, убедившись, что в ее квартире никого нет, он перерезал телефонные линии и проник в заднюю часть ее дома. Он ждал ее на кухне. Рейдер сказал, что когда она пришла домой, я столкнулся с ней, сказал ей, что у меня проблема, сексуальная проблема, что мне придется связать ее и заняться с ней сексом. Она была немного расстроена, и мы немного поговорили, и она выкурила сигарету. Пока мы курили сигарету, я порылся в ее сумочке, и она наконец сказала: «Хорошо, давай покончим с этим, чтобы я могла позвонить в полицию». Я согласился. Она спросила, можно ли ей пойти в ванную. Я сказал «да». Она пошла в ванную, и я сказал ей, чтобы она разделась, когда будет выходить. Когда она вышла, я надел на нее наручники, положил ее на кровать и связал ей ноги. Я тоже был раздет, а затем я забрался на нее и задушил ремнем. А потом я начал мастурбировать. После этого Рейдер взял некоторые личные вещи девушки, подчистил все улики и пошел к своей машине, которую он припарковал в нескольких кварталах от дома Нэнси Фокс. Мэрин Хедж жила на той же улице, что и Деннис Рейдер, и как только он выбрал ее в качестве потенциальной жертвы, ему было легко следить за ней. Они знали друг друга очень поверхностно. Она много работала во дворе, и он всегда здоровался, когда проходил мимо. В ночь ее убийства он незаметно проник в ее дом и ждал ее возвращения. Когда она пришла домой, с ней пришел и мужчина, который пробыл около часа. Я дождался рассвета, а затем прокрался в ее спальню и на мгновение включил свет в ванной. Я не хотел включать свет в комнате. Она закричала. Я прыгнул на кровать и задушил ее голыми руками. После этого, поскольку я все еще витал в сексуальных фантазиях, я раздел ее. Я не уверен, связывал ли я ее, но она точно была обнаженной. Я положил ее на одеяло, обыскал сумочку и личные вещи. Я придумал, как вынести ее из дома. Положил ее в багажник ее же машины. И отогнал машину к лютеранской церкви Христа. Я сделал несколько снимков. Он думал о том, где бросить ее тело, и увидел канаву, где впоследствии и спрятал тело. Вики Вегерли была еще одним проектом Денниса Рейдера. Он планировал сказать ей, что он мастер по ремонту телефонов, чтобы попасть в дом. Поэтому он переоделся в то, что он называл своей убийственной одеждой. Я прошел в дом и узнал, где телефон, и изобразил, что проверяю его. У меня были с собой инструменты, и после того, как она отвела взгляд, я направил на нее пистолет. Рейдер приказал ей идти в спальню, где он собирался ее связать. Он использовал какую-то ткань в спальне, чтобы связать ей руки, но они развязались, и она попыталась отбиться от него. Тогда он схватил один из ее чулков и начал душить им, пока она не перестала двигаться. Когда он подумал, что она умерла, он поправил ее одежду и сделал несколько ее фотографий. И снова Рейдеру пришлось поспешно покинуть место преступления. Было много шума. Она что-то упомянула о том, что ее муж должен скоро вернуться домой, поэтому я довольно быстро ушел оттуда. Собаки лаяли слишком громко, двери и окна в доме были открыты и было много шума, пока мы боролись. Поэтому я довольно быстро после этого ушел, сложил все в портфель. Я уже успел порыться в ее сумочке, достал ключи от машины и воспользовался ею. Вики Вегерли была смертельно ранена во время удушения, но еще не умерла, когда Рейдер покидал ее дом. Деннис Рейдер
выбрал очень шумный способ проникнуть в дом Долорес Дэвис. Он бросил бетонный блок через ее окно из зеркального стекла, чтобы попасть внутрь. Она вышла из спальни и подумала, что в ее дом въехала машина. Я сказал ей, что в бегах, что мне нужна еда, ночлег и машина. Я надел на нее наручники, я немного поговорил с ней, немного успокоил ее. Я пошел посмотреть, где находится машина, притворился, что ем, а потом как будто я ухожу. Затем я вернулся, снял с нее наручники, затем связал ее, а затем задушил. Как и в большинстве других убийств, он забрал некоторые личные вещи из ее спальни. Он вынес тело женщины из дома и бросил его под мостом. По окончанию своей речи, судья спросил Рейдера, что же в итоге послужило мотивом для убийства всех этих людей. На что Рейдер дал простой ответ. Мои сексуальные фантазии. Когда Деннис Рейдер сделал свое неожиданное признание в суде, он непреднамеренно раскрыл миру свою истинную психопатическую природу. Хотя характер и изложение его показаний не удивило бы большинство медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, остальной мир был шокирован. Психопаты не испытывают эмоций так, как их испытывают нормальные люди. Следовательно, когда их бдительность ослабевает, они могут говорить или делать вещи, показывающие отсутствие у них сострадания и совести. Рейдер называл своих жертв проектами и спокойно объяснял, как он выбирал жертву, давал проекту кодовое название, а затем исследовал и преследовал ее, пока не находил подходящую возможность для атаки. Рейдер очень необычный психопат. Об этом свидетельствует его способность ввести две очень разные жизни. Некоторые психопаты, будучи нарциссами и эгоистами, добиваются больших успехов в бизнесе, правительстве и научных кругах. Гораздо меньшая группа, из-за недостатка интеллекта или самоконтроля, становятся преступниками. Некоторые из этих преступных психопатов становятся серийными убийцами. Как известно, если психопат проявляет эмоции, то это не более чем попытка вызвать эмоции у окружающих. Психопаты совершают рискованные поступки, потому что считают себя умнее полиции. 26 июля 2005 года, после того, как стало известно, что BTK был Деннис Рейдер, его жена Пола Дитц подала на развод. Так завершился их 34-летний счастливый брак. Стивен Кинг настолько вдохновился историей Денниса Рейдера, что он написал повесть, которую так и назвал «Счастливый брак». Окружной судья решил не применять стандартный 60-дневный период ожидания, вместо этого предоставил Поле право экстренного развода. На процедуру потребовался всего один день. Неудивительно, что Пола в документах о разводе указала, что испытала эмоциональный стресс после того, как узнала об истинном характере своего мужа. Затем Рейдер отказался от своего права на юридическое представительство и решил защищать себя сам. Марк Хаттон, адвокат потерпевших, предположил, что Рейдер либо получал юридические консультации, либо ходил в юридическую школу по ночам, потому что юридические документы, которые он подал, были оформлены очень профессионально. Интересно, что желание Рейдера представлять себя самого в суде очень напоминает самовлюбленного серийного убийцу Теда Банди, который также защищал себя сам во время судебного процесса в 1979 году. Однако усилия Банди потерпели неудачу, что привело к его последующей казни. В августе 2005 года прокуратура округа Седжвик сделала поразительное открытие, которое могло оказать существенное влияние на вынесение приговора Рейдеру. Они узнали, что гарвардский нейропсихолог Роберт Мендоза, которого защита наняла для оценки личности Рейдера, записал на пленку разговор с ним всего за несколько дней до того, как Рейдер признался в убийствах. Прокуратура узнала о записях только тогда, когда NBC начала рекламировать, что они собираются публично транслировать часть записей 12 августа во время популярной ночной новостной программы Dateline NBC. 17 августа 2005 года началось судебное заседание. В первый день судебных слушаний семьи жертв, убитых Деннисом Рейдером, выслушали показания об убийствах семьи Атера, которые произошли более 3 десятилетий назад. 11-летняя Жозефина Атера кричала, зовя свою мать, когда вырывалась из петли, на которой она висела в подвале своего дома. Суд узнал, что Рейдер получал сексуальное удовлетворение, наблюдая за смертью Жозефины. Она была последней из 4 членов семьи, убитых в тот день, включая ее брата и родителей. Суду также были представлены душераздирающие фотографии семьи с места преступления, на которых запечатлены события того рокового дня. Фото будут доступны в телеграм-канале. Другие доказательства, представленные в суде, показали, что Жозефина была основной целью Рейдера,
а ее мать его вторичной целью. Он преследовал маленькую девочку и ее мать около 2 месяцев после того, как однажды увидел их, когда ехал по улице, где они жили. Согласно показаниям, заслушанным в суде, Рейдер сказал следователям, что его возбудили миссис Отера и Жозефина, заявив, что его всегда влекли женщины латиноамериканского происхождения. Также Рейдер сказал следователям, что он всегда имел сексуальное влечение к молодым женщинам. В ходе судебного разбирательства улики показали, что Рейдер солгал Отера после того, как ворвался в их дом с оружием. Он утверждал, что не причинит им вреда и что он скрывается от полиции и хочет получить только немного еды и денег, а затем отправиться дальше. Семья Отера купилась на его ложь, поэтому они позволили Рейдеру связать их без какого-либо сопротивления. Только когда Рейдер начал душить Джозефа Отера, дети и Джулия Отера поняли, что они тоже умрут. Другие представленные доказательства включали фотографии Рейдера в колготках и лифчике, а также нож и кляп, которые применялись к Джулии Отера. Прокуроры хотели внушить судье, что Рейдер был садистом и человеком, не знающим границ и не уважающим человеческую жизнь. 17 августа суд заслушал новые доказательства нарциссических и психопатических сексуальных фантазий Рейдера. Согласно показаниям, Рейдер считал, что в загробной жизни семья Отера будет служить ему рабами. Рейдер надеялся, что Джозеф Отера будет его телохранителем, Джули мыть его, их сын Джоу его секс-игрушкой и мальчиком-слугой, а Жозефину он будет обучать сексу. Другие доказательства, представленные по делу Отера, включали куклу, похожую на Барби, с лобковыми волосами и нарисованными на ней ресницами, которую, по утверждению прокуратуры, Рейдер изменил, чтобы она выглядела как Жозефина. Кукла была связана так же, как и Жозефина во время убийства. Про убийство Кэтрин Брайт Рейдер сказал, что Кэтрин дралась как адская кошка, из-за чего он практически не мог делать то, что он хотел с ней сделать. Сытый по горло борьбой, Рейдер решил подавить ее, нанеся 11 ударов ножом. Рейдер сказал, что он был удивлен количеством крови и беспорядком, который она произвела. Рейдер быстро покинул место происшествия после того, как убил Кэтрин. Потому что Кевину, ее брату, удалось совершить дерзкий побег, несмотря на его раны. Поразительно, но Кевин выжил. А вот его сестре повезло меньше. Что касается убийства Ширли Виан, как признался Рейдер в июне 2005 года, он запер 3 ее маленьких детей в возрасте 4, 6 и 8 лет в ванной с игрушками и одеялом. Один из детей угрожал вырваться из ванной, но Рейдер ответил, что в таком случае снесет детям головы. Тем временем он связал Ширли, надел ей на голову полиэтиленовый пакет и задушил. Он также надеялся сделать ее служанкой в своей загробной жизни. Детям же удалось сбежать через окно в ванной. В ходе судебного разбирательства суду были продемонстрированы фотографии вскрытия Виан. Фотографии вызвали первую эмоциональную реакцию Рейдера с начала слушаний. Он отвел взгляд, потер лоб и вздохнул. Стив Рейлфорд, один из детей, запертых в ванной, презрительно смотрел на Рейдера, когда в суде представлялись доказательства. Рейдер сказал, что если бы дети не сбежали из дома, он бы убил и их тоже. Его цитировали: «Я, вероятно, повесил бы маленькую девочку. Как я уже сказал, я довольно злой или мог бы быть таким. Но с другой стороны, я очень, знаете, я славный парень». Рейдер преследовал 25-летнюю Нэнси Фокс в течение нескольких месяцев, прежде чем убить ее. Согласно показаниям детектива полиции Уичита, Рейдер сказал ему, что Фокс сексуально привлекала его и что у него возникла привязанность к ней. Тем более, что она красиво одевалась и была хорошей семейной девушкой. Рейдер даже дошел до того, что сказал детективам, что она была одним из его самых приятных убийств. Убийство Фокс было одним из немногих совершенных Рейдером убийств, когда его не прерывали и когда он мог полностью контролировать свою жертву. Рейдер назвал это идеальным случаем. Как и в случае с другими жертвами, Рейдер душил и пытал Фокс в надежде, что он сделает ее своей рабыней в своей загробной жизни. Позже, во время судебного разбирательства, сержант департамента шерифа округа Седжвик свидетельствовал о признании Рейдера в убийстве Марин Хедж. Рейдер счел убийство Хедж своим самым сложным проектом, потому что ему пришлось перемещать ее тело в разные места, сознательно меняя свои действия, чтобы сбить с толку полицию. Рейдер, похоже, был доволен собой, что ему удалось избежать наказания за это дело. Однако Рейдер признал, что пойти на такой риск было плохой идеей. После того, как Рейдер задушил Хедж, он раздел ее, завернул в одеяло и положил в багажник своей машины. Он отнес тело в церковь, где начал его фотографировать. Спустя годы следователи обнаружили в доме Рейдера фотографии,
на которых он был изображен завернутым в целлофан подобно Хедж. Фотографии подтверждали довод обвинения о том, что Рейдер видел своих жертв только как объекты, которые он использовал с единственной целью – воплотить в жизнь свои больные фантазии. Рейдер, одетый как сотрудник телефонной компании Southwestern Bell, в желтой каске с руководством компании и поддельным удостоверением личности, прибыл к дому Вики Вегерли. 29-летняя Вегерли была в доме со своим 2-летним сыном. Рейдер направил на нее пистолет и заставил пройти в заднюю спальню, где связал ее кожаными шнурками. Она, как и Кэтрин Брайт, боролась как адская кошка, пока он пытался одолеть ее. Впоследствии ДНК, обнаруженная под ногтем Вегерли, совпала с ДНК Денниса Рейдера. Долорес Ди Дэвис, убитая в январе 1991 года, была последней известной жертвой Рейдера. Рейдер ждал, пока Дэвис заснет, затем шлакоблоком разбил ее стеклянную раздвижную дверь. Дэвис потребовала, чтобы преступник покинул ее дом, но Рейдер пригрозил ей пистолетом, ножом и дубинкой. Рейдер убил Деннис, надеясь ее также сделать одной из своих рабынь в придуманной им фантастической загробной жизни. Во второй день слушаний была раскрыта дополнительная информация об убийстве Рейдером Долорес Дэвис. Согласно показаниям, Рейдер сказал, что, пытая ее, он надел на ее лицо тонкую раскрашенную пластиковую маску, чтобы сделать ее немного красивее, более женственной. Маска была окрашена в телесный цвет. На ней были нарисованы красные губы и темные брови. Рейдер был настолько поглощен своими фантазиями, когда пытал Дэвис, что проигнорировал ее просьбы, когда она умоляла его сохранить ей жизнь. Рейдер признался, что после того, как он убил Дэвис, он носил часть ее одежды, а также похожую маску и парик. Когда Рейдер переодевался женщиной, он позировал в различных позах и фотографировал себя с помощью камеры с дистанционным управлением. На снимках он выглядел заметно расстроенным, как будто он был настоящей жертвой. Фотографии использовались специально для подпитки его извращенных фантазий, и он хранил эти фотографии в огромном тайнике, который он называл материнским грузом. Большая часть тайника Рейдера была спрятана в его доме и офисе, и включала такие предметы, как папки с вырезанными фотографиями моделей и старлеток, таких как Мэг Райан, каталожные карточки с моделями детских купальников и сексуальные подписи, написанные на обратной стороне этих карточек, украшения и одежду его жертв, газетные вырезки, коллекция кукол и его набор убийцы. Никто из его коллег, ни его собственная жена не догадывались о существовании подобного тайника. Казалось бы, более шокирующих и странных показаний уже не будет. Однако один из свидетелей детективов сообщил суду, что были найдены и другие фотографии, на которых Рейдер запечатлел себя в маске, лежащего частично закопанным в могиле, которая изначально предназначалась для Долорес Дэвис. Дэвис так и не была там похоронена, потому что у Рейдера просто не хватило на это времени. Он утверждал, что уже опаздывал на бойскаутское мероприятие. Вместо того, чтобы похоронить ее, он бросил тело Дэвис и маску под мостом и решил вернуться сюда на следующий день. Когда он вернулся, то был несколько шокирован, потому что животные уже успели поработать над останками женщины. Рейдер был похож на большинство других серийных убийц, особенно в его нежелании брать на себя ответственность за свои жестокие преступления. Рейдеру было легче обвинить в жажде убийств свое расщепление личности. По его словам, у него было две личности. Одна была любящим семьянином и ревностным служителем церкви, а в другой доминировал фактор X – убийца. Один из следователей сообщил суду, что Рейдер несколько раз описывал себя подобными словами. 18 августа 2005 года члены семей погибших мужественно предстали перед человеком, убившим их близких, и впервые рассказали ему, что они думают о нем и его ужасных действиях. Большинство членов семьи неоднократно называли Рейдера монстром и трусом. Они просили судью о максимально суровом приговоре. Некоторые члены семей были настолько переполнены эмоциями, что не могли сказать, что они чувствовали. Зло Рейдера было выше понимания и слов. Во время заявлений Рейдер проявлял признаки эмоций, периодически вытирая глаза, как будто его переполняло горе от содеянного. Многие, вероятно, задавались вопросом, почему он никогда не проявлял такого раскаяния, когда убивал невинных людей. После того, как суд заслушал мнение членов семей жертв, Рейдер встал и произнес 20-минутное бессвязное заявление, которое окружной прокурор Нола Фулстон позже сравнила с речью на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Рейдер сказал, что то, что он сделал, было эгоистичным и самовлюбленным.
Он также со слезами на глазах поблагодарил защиту, сотрудников тюрьмы, своего социального работника и пастора, которого он называл своим основным человеком. Поразительно, но Рейдер без стеснения сравнивал себя со своими жертвами, называя себя стручком, а их горошинами этого стручка. В последней борьбе Рейдера за власть и контроль он перечислил ряд жалоб, которые у него возникли из-за предполагаемых ошибок окружного прокурора и следователей. Из заявления Рейдера было ясно, что он упивался вниманием. Это было то, чего он жаждал. В конце своего выступления Рейдер принес краткие извинения семьям погибших. Когда Рейдер наконец завершил свою речь, окружной прокурор Нола Фолстон сказала, что Рейдер плакал крокодильями слезами и предположила, что он не раскаивается по-настоящему ни перед жертвами, ни перед их семьями. Она еще раз попросила судью Уоллера принять во внимание самое суровое наказание при вынесении приговора Рейдеру. Она также попросила, чтобы он наложил на него дополнительные ограничения, в том числе ограничения на доступ к изображениям людей или животных, или даже на наличие письменных принадлежностей, которые, по ее предположению, он мог бы использовать для продолжения своих извращенных действий. Наконец началось долгожданное вынесение приговора Рейдеру. Судья Уоллер приговорил его в общей сложности к 175 годам заключения. В частности, он приговорил его к 9 пожизненным срокам и к 40 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за убийство Ди Дэвис. Судья Уоллер также постановил, чтобы Рейдер выплатил компенсацию семьям убитых им жертв, а также судебные издержки. Это был самый суровый приговор, который он мог вынести Рейдеру, в соответствии с законом штата Канзас. 19 августа его отправили в исправительное учреждение Эльдорадо. Во время 40-минутной поездки в Эльдорадо Рейдер говорил на самые безобидные темы, например, о погоде. Но он расплакался, когда по радио прозвучали заявления семей жертв судебного разбирательства. В настоящее время для собственной защиты он находится в одиночной камере. Ему предоставлен 1 час упражнений в день и душ 3 раза в неделю. Скорее всего, такие условия у него останутся до конца его жизни. Начиная с 2006 года, ему был разрешен доступ к телевидению и радио, чтение журналов и другие привилегии за хорошее поведение. После ареста Рейдера, полиция Уичито, Парк-Сити и нескольких близлежащих городов расследовала нераскрытые дела в сотрудничестве с полицией штата и ФБР. Особое внимание они уделили делам, произошедшим после 1994 года, когда в Канзасе была восстановлена смертная казнь. Полиция в близлежащих штатах – Небраска, Миссури, Колорадо, Оклахома и Техас – также расследовала нераскрытые дела, которые в некоторой степени соответствовали схеме Рейдера. ФБР и местные юрисдикции в бывших местах службы Рейдера проверили нераскрытые дела, пока Рейдер находился на службе. После исчерпывающих поисков ни одно из этих агентств не обнаружило каких-либо новых убийств, приписываемых Рейдеру, что подтвердило ранние подозрения, что Рейдер мог взять на себя ответственность за любые дополнительные убийства, которые он совершил. В настоящее время считается, что 10 известных убийств являются единственными убийствами, за которые на самом деле несет ответственность Рейдер. Хотя полиция Уичито совершенно уверена, что Рейдер преследовал и исследовал ряд других потенциальных жертв. Сюда, например, входит один человек, на которого не было совершено нападение, когда Рейдер отменил запланированную атаку по прибытии к дому цели из-за присутствия поблизости строительных и дорожных бригад. Рейдер заявил в своем допросе в полиции, что есть много счастливчиков, что означает, что он заранее обдумывал и разрабатывал различные уровни планов убийств. Психолог из Массачусетса был нанят назначенными судом общественными защитниками Рейдера для проведения психологической оценки Рейдера и определения жизнеспособности защиты, основанной на невменяемости. Он провел интервью после того, как Рейдер признал себя виновным 27 июня 2005 года и диагностировал у Рейдера нарциссическое, антисоциальное и обсессивно-компульсивное расстройство личности. Он заметил, что у Рейдера грандиозное чувство собственного достоинства, вера в то, что он особенный, и, следовательно, право на особое обращение, патологическая потребность во внимании и восхищении, озабоченность поддержанием жесткого порядка и структуры, и полное отсутствие эмпатии. В 2018 году Деннис Рейдер перенес инсульт, из-за которого потерял краткосрочную память. В 2019 году он написал письмо в Daily Mail, в котором рассказал, из-за чего начал убивать. Письмо составило 5 страниц. Его сын Брайан так и не женился и не завел детей.
Его дочь Кэрри вышла замуж и родила детей. Она не навещала отца, но написала ему письмо, в котором говорится, что она прощает его. В 2019 году вышла ее книга «Дочь серийного убийцы. Моя история веры, любви и преодоления». По состоянию на 2023 год Деннису Рейдеру 77 лет, он жив и продолжает отбывать наказание в тюрьме Эльдорадо.